Это видео выходит как раз накануне 1 февраля. Честно говоря, я совсем не предполагала, что это повествование растянется до таких масштабов. В голове изначально было 10 серий, но не получилось. Потому что начали всплывать всякие детали, вокруг которых нагромоздилась куча легенд, плюс те моменты, к которым годами предпочитали не прикасаться, а также те, о которых или говорили вскользь, или отмахивались от них, неважно, ерунда, и которые не вписываются в общепринятые версии. В общем, слишком много умолчаний и слишком много вопросов накопилось за десятилетия вокруг этой истории, на которые мало кто пытался ответить по-настоящему. С другой стороны, нельзя просто так взять и отменить основные дятловеческие версии. Надо разбирать каждую трещину в их фундаменте, нужно ковыряться в показаниях, в экспертизах, в протоколах, в расстояниях, во времени, в человеческих реакциях. Нужно разбирать не только факты, но и логику действий живых людей. И только так, шаг за шагом, можно понять ход событий в этой советской истории. Поэтому мы сегодня здесь, в 13-й серии, перед некруглой датой, 67-й годовщиной этой трагедии. И к этой дате мы подошли не с пустыми руками. Этот материал создается ради того, чтобы наконец перестать говорить о гибели этих ребят штампами. И возможно, если бы еще в 2009 или в 2019 к исследованиям Тиунова и Титова отнеслись внимательнее, этого сериала просто не существовало бы, а я бы сейчас занималась совсем другими делами. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Мы остановились в прошлой части на том, что Дятлов, все еще не чувствуя настоящей тревоги, отправил на помощь той первой четверке, которая ушла за дровами, Кривонищенко и Дорошенко. Выбор был очевиден. Кривонищенко с финкой на поясе, человек практичный, Дорошенко самый высокий в группе, физически сильный. И ребята с фонариком или без него вышли из палатки. Внизу темнел лес, но враждебным он не выглядел. Ничто пока не сигналило об опасности. У Кривонищенко на ногах были валенки, а может и ботинки. Я уже как в той песенке. А может быть ворона, а может быть собака, а может быть корова. В общем, мы не знаем точно, что было у Кривонищенко на ногах, потому что ботинки его потом неизвестно куда подевались, а в походе на лыжах он шел в валенках. По словам Юдина, в ботинках идти было на лыжах для него неудобно. Он шел в валенках, ему было комфортно, тепло, ноги не мерзли, удобно. Но, как показало дальнейшее исследование, это вообще не принципиально, в чем он был обут. А вот Дорошенко точно был в ботинках, потому что валенки он с собой и не брал. И вот оба они, тепло одетые, размеренным шагом, без суеты, направились вниз на помощь своим товарищам в надежде, что скоро вся группа снова соберется в палатке у печки у горячего ужина. И тут принципиальный и важный момент. Мы знаем, что дятловеды всеми своими силами, всеми фибрами и на пределе возможностей отрицают наличие чужих на месте трагедии. И поэтому им приходится все находящиеся там рукотворные объекты приписывать созданию самих дятловцев. Те, кто внимательно и терпеливо смотрит наш сериал с самого начала, а не прыгает от серии к серии в поисках жареных фактов, теперь прекрасно понимают, насколько несостоятельна вся эта ахинея. Но давайте по порядку. Первый рукотворный объект – это так называемое окно в кедре или экран для обозрения. На высоте около 5,5 метров в ветвях кедра поисковики обнаружили своего рода окно в направлении склона. Кто-то срезал ветки кедра, чтобы они не мешали смотреть в сторону горы, на которой находилась палатка дятловцев. И этот объект интерпретировали как окно почти все свидетели. Из интервью Шаравина. А вот этот экран, что он из себя представляет? Шаравин. Экран? Окно имеется в виду. Тогда мы его не заметили. Потом это уже отмечают позднее, когда внимательно рассматривали. Но это на достаточной высоте, не меньше 4-5 метров, сломанные ветки, и сейчас концы обломанных веток видны. Когда-то мы были в 2001 году, мы обратили внимание и сфотографировали его. Это очищенное пространство от веток.
для того, чтобы видно, что оно направлено в сторону палатки и, скорее всего, использовалось для того, чтобы можно было посмотреть, что же там. Из интервью Юдина. Это окно я увидел в 2001 году, когда мы туда ходили с экспедицией для подтверждения, была ли там лавина. Вот это пресловутое окно в кедре. Оно было на высоте примерно 5 метров. Туда лезть зимой было несподручно, и ни у кого не было такого желания. Мы сфотографировали это окно. Я попросил там одного молодого участника посмотреть. Вот у меня такой же вопрос был там. Отпилены вот эти сучья или они сломаны? Но уже ничего нельзя было определить, потому что за 50 лет все уже затянуло временем. Но мы сфотографировали, и вот это окно могли сделать только посторонние люди. Дятловцы этого сделать не могли. У меня такое твердое убеждение. И еще там была видна, от кедра там была видна палатка. Я думаю, что окно было сделано для посторонних людей. Ну зачем для дятловцев это окно? Конец цитаты. Как видим, все здравомыслящие люди понимали, что дятловцам выполнять такую трудоемкую работу, как рубить это окно в кедре, не было никакой надобности в тех условиях. Понятно, что его вырубили чужие, чтобы ветки не мешали им наблюдать за горой с высоты кедра. И они прекрасно видели, как Дорошенко с Кривонищенко спускаются по склону и готовились их встретить. Тем более, если ребята освещали свой путь фонариком. Теперь насчет фонариков. Поисковики потом нашли 3 фонарика в палатке и 1 в 100 метрах от нее. Вроде как потом нашли еще китайский фонарик в долине реки Лозьва, но это большой роли не играет. С фонариком спускались с Кривонищенко, с Дорошенко или без. Дело в том, что вечером 1 февраля 1959 было предноволуние. Это видимость 29%. Серп убывающей луны. А снег отражает до 80-90% света. И даже слабая луна плюс снег дают рассеянное освещение. Глаз быстро адаптируется, особенно у молодых, здоровых людей. Даже без фонарика ребятам было вполне нормально идти по склону, спускаться в сторону леса, двигаться по снегу, видеть следы предыдущей четверки, ориентироваться на темное пятно леса. Фонарик им бы понадобился в густом лесу, чтобы не врезаться в ветки, чтобы быстро осматривать пространство, чтобы чувствовать себя увереннее. Но Кривонищенко с Дорошенко, вероятнее всего, рассчитывали дойти до границы леса, покричать там, поаукать и ждать, пока товарищи отзовутся. Они же где-то совсем рядом. И там есть еще такой момент. Всегда удивляются, как дятловцы через тот овраг перешли, который по прямой линии от палатки к кедру. Он же всегда засыпан снегом по пояс. Но поисковики говорили, что они обходили это место чуть ниже, левее и выходили прямо к настилу. А в самом низу следы и не сохранились, потому что там уже был сухой снег и следы задуло. И получается, что Кривонищенко и Дорошенко вышли, вероятно, прямо к настилу. И тогда давайте сразу и о настиле. Уже понятно, что дятловцы его не сооружали. Это все придумали дятловеды, чтобы притянуть за уши свои версии. Даже если бы дятловцы от лавины или от ракеты бежали вниз, то все равно и незачем им было конетелиться с этим настилом. Их мог спасти в таком случае только большой костер, который им было разжечь, как 2 пальца об асфальт, с их коробками спичек в карманах и туристским опытом. И вокруг костра они бы продержались до самого утра. Отец Кривонищенко поведал следователю на допросе. Рассказывают, что в нескольких метрах у костра находится сухое дерево, а под ним валежник, который не был использован. При наличии костра не использовать готовое топливо можно было, не видя его, то есть будучи слепым. Мне кажется, что так оно и было. Конец цитаты. Это он сказал 14 апреля 1959 под влиянием версии прокурора. Но для нас важно, что сухих деревьев, веток и валежника было достаточно в тех местах, чтобы разжечь большой спасительный костер, и не под кедром, а на какой-то полянке между деревьями, потому что этот вопрос тоже многих удивляет. С какого же это перепугу дятловцы выбрали столь неудачное место для костра? И что же из себя представлял этот настил?
Из протокола. Настил состоит из 14 пихтовых и 1 березовой вершин на снегу. Радиограмма номер 2 без даты. На дне раскопанного участка обнаружен настил из вершин срезанного ельника площадью 3 квадратных метра. Цитата Шаравина о стволиках настила. Ножом они не могли быть срезаны, понимаешь? Значит, их топором рубили. То есть размеры настила, кто пишет 2 на 2 метра, кто 2 на 1 метр. И находился он в 70-75 метрах от кедра во враге, скрытом от холодных ветров. И нетрудно подсчитать, что одна сторона настила составляла 15 умножить на 8, это 1 метр и 20 сантиметров. То есть примерно около 2,5-3 квадратных метров. На фотоснимках хорошо видно, что стволы деревьев, уложенные в настил, не срезаны, а именно срублены топором. А точнее, это были стволики диаметром 8 см, срубленные наискосок. Толстые ветки были надрезаны, а потом сломаны, тонкие просто сломаны. И устроен настил в таком месте, чтобы с него было удобнее набирать воду из протекающего под ним ручья. А это значит, что находился он рядом с временной стоянкой охотников. И вот на форуме мы читаем мнение одного современного охотника. Место то возле кедра идеальное для охоты на крупного зверя, которого гонят хоть со стороны Лозьвы, хоть через перевал от Ауспии. Я бы при такой кромке леса и географии сам с ружьем засел либо у кедра, либо на нем, либо возле настила. Конец цитаты. То есть настил – это чисто охотничье сооружение, известное в охотничьей практике. Еще его называют засидка. Его так и мастерят обычно из толстых веток, брусьев или досок. Конструкция может быть простенькой, из веток или достаточно прочной и долговечной. Вот форум современных охотников, и тут пишут, а если на зверя, да на всю ночь, тут, конечно, дощатый настил нужен. И настил – это прямое доказательство, которое подтверждает факт присутствия чужих на месте гибели туристов. И он такой маленький, что на нем комфортно находиться только одному человеку, сидеть или ждать добычу в засаде. На сырой земле или снегу долго ж не высидишь, а настил с ветками, как сухая подстилка. Так поступали охотники и егеря, это известный прием. Также на настил можно что-то сложить, например, добычу, чтобы не на снег. Что это значит для нашей реконструкции? А то, что дятловцы никакие не охотники, они даже не умели делать такие настилы, да и топора у них с собой не было, чтобы рубить на него ветки. Настил – это готовое место, сделанное охотниками, в данном случае теми, которых мы называем чужие. Еще такой штрих. Неправильно называть их охотниками, как пишут иногда на форумах. А то можно подумать, что это типа какие-то абстрактные, таежные, профессиональные охотники. Я думаю, что многие уже удостоверились к 13-й серии, что это были именно сотрудники МВД, которые вышли поохотиться. Никаких догадок нет, как состоялась встреча Кривонищенко и Дорошенко с чужими. Понятно одно – их ждали и к встрече подготовились. Можно еще предположить, что Колеватов был еще жив и крикнул им из последних сил: «Ребята, бегите!», но это не подтверждается при более внимательном рассмотрении. Что до Дорошенко, мы о нем поговорим отдельно в следующей части. А пока получается так, что Кривонищенко в какой-то момент, видимо после того, как чужие с него сняли обувь и верхнюю одежду и думали, что он сядет тихо замерзать под кедром, Юра вдруг взял и залез на тот кедр. Так считает Титов, и мы с ним полностью согласимся. И тут у многих возникает такой вопрос: как Кривонищенко удалось залезть на кедр, если первая ветка находилась на расстоянии 2 метров от земли? Да запросто. Мой сосед 60 лет на моих глазах залез на орех, первая ветка которого выше его на полметра. В изумлении я попросила его повторить, и он легко повторил. А если молодые спортивные ребята, то все упрощается. Вот фото, где Дятлов на столбе, например. Тут приоритетнее другой вопрос. Зачем полураздетый Кривонищенко вскарабкался на кедр? Ведь понятно было, что на той верхотуре он все равно не выживет.
Конечно же, можно объяснить этот поступок состоянием острого стресса, учитывая, что для Дорошенко и Кривонищенко события развивались с молниеносной быстротой. Это было не так, как с первой четверкой, когда все происходило более-менее растянуто во времени. И я уже начала было поведение Кривонищенко объяснять исключительно этим острым стрессом, но потом поняла, что не все так просто. Было еще кое-что в его мотиве. А дело в том, что на кедр Юра забрался уже без обуви. Потому что, во-первых, сами по себе с обеих ног ни валенки, ни тем более ботинки соскользнуть не могли на землю. Не говоря о ботинках, с ними все ясно, а валенки облегают голень, имеют большую площадь трения, их не так-то просто снять. С другой стороны, в валенках или ботинках сложнее лезть на кедр. Тяжелая обувь скользит по коре, подошва не цепляется, гибкость стопы нулевая. В валенках или ботинках сложнее подпрыгнуть и зафиксировать ногу на коре, сложнее подтянуться. И видите, вот я стою спокойно. Ну, лучше, конечно, держаться. Выше не полезу, а вдруг дедушка не сможет спуститься обратно. А все очень просто. Видите, руками поддерживаешь и чуть-чуть ноги опускаешь. Ослабляешь, захотел встать, видите, встал. Видите, как человеку на канале «Заметки отшельника» трудно лезть по дереву в зимней обуви, его ноги постоянно скользят. А до ветки на том кедре 2 метра. А вот в носках гораздо легче на кедр вскарабкаться. И получается, что Кривонищенко оказался на дереве уже частично раздетым. Потому что отец его опознал черные валенки, старые, подшитые толстым слоем серой кошмы. Валенки он получил 7 апреля 1959-го. Вот подпись Кривонищенко. И это значит, что эти валенки были абсолютно целые. Нигде нет упоминания, что хотя бы частично обгорели. Даже толстый слой серой кошмы сохранился. Та и опаленную обувь отцу бы не отдали. И вот Юре удалось залезть на кедр, потому что это был шанс продлить свою жизнь. И именно это делает сцену у кедра такой страшной. Кривонищенко ухватился за этот миг, за этот шанс, чтобы оторваться от угрозы и выиграть время. А кедр это все ему предоставлял. В его голове вполне могли быть следующие цепочки. Дятлов должен начать искать. Кто-то из группы пойдет вниз. Я должен их предупредить. Если я выше, меня увидят. Это типичное мышление туриста, альпиниста, военного. Они всегда думают о том, как подать сигнал остальным. А даже 3 метра высоты дают лучший обзор в лесу. Возможность увидеть движение, тени, силуэты, свет фонаря, отблеск снега. Это объясняет, почему именно Юра выбрал кедр, а не просто убежал в лес. Потому что в лесу далеко не уйдешь. Снег, мрак, преследование. Дерево – единственная вертикальная конструкция, где его не достанут сразу. Поведение Кривонищенко – это поведение человека, который до последнего держится за любую возможность, как падающий в пропасть хватается за случайно оказавшуюся под рукой ветку. И, как я говорила, дело не только в стрессе и панике, это было бы слишком примитивное объяснение. Кривонищенко, видимо, принял это осознанное решение после того, как его раздели, и на основании тех реплик, которые он услышал от чужих. Он взобрался на кедр не для спасения, он лез туда тянуть время. Сначала он думал, что каждая минута его жизни – это и шанс для тех, кто еще жив. Чтобы Дятлов как можно раньше понял, что и эти двое тоже не вернулись, а значит, что-то случилось. Чтобы в палатке что-то щелкнуло. Так не бывает. Но когда чужие развели под кедром тот самый пресловутый костер, который светит да не греет, тогда тактика Юры изменилась. Многие исследователи, как мы говорили, считают, что тот костер затевался не для того, чтобы ним согреться, и вообще находится в самом неудобном месте. Даже опыты ставили, и оказалось, что такие примерно ветки, из которых состоял костер, горят всего 2 часа, и то кое-как. Кто бы сомневался.
Конечно, не для обогрева этот костер разводили, а чтобы заставить Кривонищенко слезть с дерева. Там же, за кедром, нашли пару обгоревших толстых веток. Может, вторая для Дорошенко, так как что было с ним, мы пока не знаем. Но одна из этих толстых веток предназначалась для Кривонищенко. Толстую ветку хорошо разогрели на костре и начали тыкать нею в пятки Юры. Эта версия тоже принадлежит Титову, мы ее только конкретизируем. Разберем логику чужих. Казалось бы, они вполне могли подождать, пока турист закоченеет на дереве. Зачем им надо было сгонять его с кедра, да еще и ценой таких улик, как ожоги? Но чужие – это люди, которые прекрасно знали механику замерзания. Турист без движения, на морозе, минус 15-20, на высоте, где ветер сильнее, в стрессе, он потеряет сознание достаточно быстро, ориентировочно через минут 30. А дальше не факт, что он свалится вниз. Скорее всего, он примерзнет к кедру. А примерзание – это худший для чужих сценарий. Среди них тоже были люди со стажем в МВД, в НКВД, которые сразу начали высказывать свое мнение. А помните, вот тот зэк примерз к дереву, так пришлось лестницу ставить, еле его отодрали тогда. Чужие прекрасно знали эту механику, не раз ее наблюдали, как на морозе человек цепляется за опору, как прижимается к ней всем телом, а через пот и мороз ладони, внутренняя поверхность пальцев, предплечье, иногда щека или грудь начинают примерзать. А примерзший к дереву полураздетый турист – это уже дополнительная и совсем нежелательная улика. И вот здесь для чужих начинается кошмар. Они лихорадочно соображают и предполагают вопросы добросовестного следователя, который будет вести это дело. А от чего этот турист убегал? А почему не спускался с кедра вниз? Наверное, он спасался от чего-то опасного, которое находилось вот здесь, именно под кедром. Кроме того, снять примерзлого человека к дереву гораздо сложнее, чем столкнуть его оттуда еще живым. Лестницу же они с собой случайно не прихватили. А если кожа ладони туриста схватится с корой, то ее придется отрывать, и это оставит следы, к тому же это все потребует времени и усилий. А времени у чужих было в обрез, и они решили ускорить процесс, жертвуя чистотой тела туриста, но сохраняя контроль над ситуацией. Очень чувствуется в их поведении спешка. Чужие стремились всеми силами закрыть вопрос с туристами как можно скорее и вернуться домой, чтобы заняться своими алиби и продумать дальнейшие действия. Но Кривонищенко держался на кедре гораздо дольше, чем того хотелось бы его мучителям. Сколько они его не припекали раскаленной веткой, а он все не падал, а еще крепче цеплялся за дерево. Юра не сдавался. Он осознавал, что это конец в любом случае. Не сейчас, так через час. И он решил помирать так с музыкой. Но чтобы потом никто не подумал, что они все тут в этом лесу просто закоченели. Чтобы тело его говорило само за себя. И чужие прекрасно понимали, на что их провоцировал турист. Может, он даже им это говорил. Не молча же это все происходило. Чужие же осознавали, что каждый след от ран на теле дятловцев – это еще одна улика их присутствия. Ведь ребра они ломали еще аккуратно, чтобы не было гематом на коже. И вот все сценарии летят к чертям. Эти ожоги – прямое свидетельство о наличии посторонних в этом лесу. Теперь историю о подравшихся и замерзших туристов не склеить, как бы не хотелось. Начальнички сразу поставили задачу: ни одной капли крови, ничего, чтобы дополнительно указывало на присутствие кого-то еще на месте преступления. Так что все действия Юры Кривонищенко – это была упрямая воля человека, который решил: вы меня убьете, но молча я не уйду. Мое тело расскажет обо всем, что здесь творилось. И действительно, эти страшные ожоги не укладываются ни в одну дятловеческую схему. Эти раны – прямое свидетельство того, как Юру сживали со свету. Переходим к акту исследования тела Кривонищенко. В итоге травм у него оказалось очень много. Все перечислять не будем, а разделим их на группы. Первая группа. На средней фаланге третьего пальца дефект эпидермиса по форме и размерам, совпадающим с обнаруженным в полости рта.
Это значит, что когда боль от огня стала невыносимой, Юра засунул палец или руку в рот, чтобы перекусить боль. Боль против боли. Это была попытка заглушить крик и удержать контроль над собой. Вторая группа. Ссадины на лице, лоб, висок. Это понятно. Контакт с корой, ветками, трение о дерево при попытке удержаться, скольжение вниз, резком прижатии о ствол. Третья группа. На правой боковой поверхности грудной клетки на уровне подмышечной впадины ссадины бледно-красного цвета размером 7 на 2 см без кровоизлияний подлежащей ткани. У реберного края правого подреберья по средней ключичной линии ссадины бледно-красного цвета пергаментной плотности размером 2 на 1,2 см и 1 на 1,2 см, без кровоизлияний, подлежащие ткани. Обратим внимание на описание ссадин. Бледно-красные, буро-коричневые, пергаментной плотности, без кровоизлияний. Это все от трения контакта с твердой поверхностью, когда кровообращение уже было слабое или прекращалось. Такие повреждения получились, когда его потом уже на земле тянули, переворачивали, одежда его задиралась, терлась о землю, снег, корни, камни. Родителям Кривонищенко отдали телогрейку синюю, прожженную, это видно та, что ее еще раньше прожгли. Также отдали костюм-штормовку и брюки. Это, видимо, то, что мы считаем тем модным комбинезоном. Они тоже целые, где их нашли неизвестно. И опять же, если этот костюм отдали отцу, то он выглядел прилично, как и валенки, иначе бы их не вернули. А значит, на дереве Кривонищенко был в свитере, в черных штанах и кальсонах. Четвертая группа – кисти рук. Здесь все понятно. Тыл правой кисти отечен, скальпированная рана тыльной поверхности кисти, ободранный эпидермис, мелкие ссадины, сухие потемневшие конечные фаланги. Ладонная поверхность правой кисти синюшно-красного цвета с кожной ранкой, с неровными краями темно-бурого цвета у основания первого пальца. На ладонной поверхности мягкие ткани концевых фаланг, подсохшие, плотные. Это типично для судорожного удержания за кору, сползания рук вниз по стволу, попыток удержаться, когда кисти уже мерзли и не слушались, а также раны от всяких веток. Кстати, прокурор Иванов в своей известной статье «Тайна огненных шаров» пишет: на коре дерева остались замерзшие, и это даже страшно выговорить, их мышцы внутренних поверхностей, бедер и обрывки нижнего белья. Все это покрывало кору кедра. Ужасно, правда? И как Иванов в своем опусе объяснил этот ужас? Представьте себе ствол дерева толщиной 50-60 сантиметров. На это дерево ребята по очереди взбирались, чтобы обломать ветки для костра. Костер-то они развели. Тупо, правда? Но куча народа это схавала. И пятая группа – нижние конечности. Левая голень и стопа отечны, по всей наружной поверхности голени ожоговая поверхность на участке размером 31 на 10 см пергаментной плотности. В нижней трети левой голени буро-черного цвета с обугливанием тканей и лопнувшим кожным покровом, затем в средней трети и верхней трети ожоговая поверхность ярко-красного цвета и светло-коричневого цвета. Это ожоги второй и третьей степени. Вот так они выглядят. Чтобы вы понимали, сколько Юра терпел адскую боль, засовывал руку в рот, и все ради того, чтобы потом, когда его найдут, ни у кого не было сомнений, что он не упал в костер, потому что испугался огненных шаров. Из протокола осмотра места происшествия. На правой ноге Кривонищенко нет обуви, на левой ноге коричневый носок, порванный. Еще один такой же носок был найден полусгоревшим рядом с огнем. На тыльной стороне ладони кожа разорвана, между пальцами кровь. Указательный палец также разорван. Кожа на левой голени разорвана и покрыта кровью. Больше видимых повреждений на теле нет. Конец цитаты.
Это еще раз доказывает, что Юра был в носках на кедре, а черные хлопчатобумажные штаны его потом нашли, они имели большой прожог на голени. Эту прожженную штанину отыскала в начале мая 59-го удивительная собака Курикова. В результате чужие своего добились. Кривонищенко не примерз к кедру, а таки сорвался с него. Внизу его раздели окончательно, нашли Юру только в ковбойке, в трусах и порванных кальсонах, в той позе, в которой он и угас, под кедром лицом вверх. Вот эти вещи, в которых его нашли. И заключение судмедэксперта. Смерть Кривонищенко наступила в результате воздействия низкой температуры, замерзания, о чем свидетельствует отек мозговых оболочек, резкое полнокровие внутренних органов, переполнение жидкой темной кровью полости и сердца, наличие пятен Вишневского на слизистой желудка, переполнение мочевого пузыря, отморожение пальцев конечностей и ожог 2-3 степени, в скобках, у костра. Обнаруженные при наружном исследовании повреждения в виде осаднения, ссадин и кожных ран могли возникнуть в результате падения или ушиба о камни, лед и прочее. Вышеуказанные повреждения были причинены Кривонищенко как при жизни, а также в агональном состоянии и посмертно. Конец цитаты. Разделим это заключение на 4 блока. Первый. Что эксперт сказал прямо, и это очень важно. Смерть наступила в результате воздействия низкой температуры, замерзания. Не ожоги, не травмы, а именно переохлаждение, как основная причина. Классические маркеры замерзания все на месте. Эксперт перечисляет полный их набор: отек мозговых оболочек, резкое полнокровие внутренних органов, жидкая темная кровь в сердце, пятна Вишневского на слизистой желудка, переполненный мочевой пузырь, обморожение пальцев. А ожоги 2-3 степени отдельно, как сопутствующий фактор. То есть, когда с Кривонищенко на земле сняли свитер и черные штаны, то он замерз где-то в течение максимум 40 минут. Утешает лишь то, что Юра недолго находился в сознании. Да, было страшно больно в начале, но переохлаждение быстро отключает человека. В какой-то момент холод перестает резать, тело становится тяжелым, мысли гаснут и приходит сон. Это кошмарно, но это не 40 минут ада. Второе. Что эксперт сказал завуалированно? Повреждения могли возникнуть в результате падения или ушиба о камни, лед и прочее. Это типичная формулировка, когда отсутствуют признаки избиения при наличии множественных ссадин и повреждений. Нет таких слов в акте, как удары тупым предметом или нанесены вторым лицом. Фраза максимально нейтральная. Третье. Ключевая фраза, которую записные дятловеды всячески игнорируют. Повреждения были причинены как при жизни, а также в агональном состоянии и посмертно. Это прямо-таки мощная фраза. Она означает, часть ссадин образовалась, когда Юра еще боролся за жизнь, то есть цеплялся за дерево, часть, когда уже терял сознание, а часть, когда жизнь уже ушла. Это что, товарищи его умирающего куда-то перетаскивали? Это чужие его подтащили на несколько метров, и они точно не диагностировали, жив он еще или нет, так как Юра уже находился без сознания. И 4-й блок – это фраза «ожог 2-3 степени» в скобках у костра. Она осторожная. У костра в скобках – это подсказка прокурора, эксперт мог это не добавлять. А прокурор настаивал: «Ожоги от костра!» Эксперт так и написал, но и не вдавался в подробности. Так что Кривонищенко свою жизнь так просто не отдал. Он доставил чужим много хлопот в надежде оставить месседж тем, кто найдет его тело. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Из интервью с Аксельродом. «А знаете, что в этой истории меня потрясло больше всего?» – спросил Моисей Абрамович. Это первый вопрос матери Кривонищенко. «Скажите, Юра умер как мужчина?» Согрин так описывает этот момент. По окончании поисковых работ
Мать Юры Кривонищенко пригласила к себе домой его друзей. Она задала единственный вопрос. «Скажите, Юра умер как мужчина?» Этот вопрос прозвучал уже тогда, когда была озвучена официальная версия. Никто не виноват. Непреодолимая сила. В этой версии все выглядело героически. Выбежали из палатки, доблестно боролись со стихией, строили настил, полезли на кедр за ветками для костра, попутно вырубали там окно, пытались разжечь костер, делились одеждой, помогали друг другу до последнего. В этой версии матери, разумеется, ответили: «Да, конечно, Юра полез на кедр, чтобы нарезать веток. Да, замерз, да, с него срезали одежду, но это чтобы спасти других». Но когда мы внимательно всмотрелись в эти раны, в эти ожоги, на содранные руки, на следы борьбы, этот ответ рассыпается. Понятно, что Юра, конечно же, не лез героически на кедр за теми дурацкими сырыми ветками, когда внизу было полно валежника и сухих дров. Юра полез на кедр, потому что сопротивлялся до конца, потому что не сломался сразу, потому что стал для чужих проблемой. Им пришлось с ним повозиться, им пришлось тратить время, им пришлось сжечь, дожимать, и чем дольше Юра жил, тем больше улик оставалось от их преступлений. В какой-то момент тело Юры стало месседжем, который, казалось бы, нельзя радостно спрятать в папку с объяснением «замерз от стихии». Юра думал, что если погибнет тихо, никто ничего не узнает. Если будет сопротивляться, останутся неопровержимые улики. И они остались. И если сегодня вернуться к тому самому простому и страшному вопросу матери «Скажите, Юра умер как мужчина?», то теперь можно ответить честно и без оговорок. Да, Юра умер как мужчина, но не в том картонном и парадном смысле, который показывают в сериалах и обговаривают на юбилейных конференциях, а по-настоящему, когда человек, понимая, что выхода нет, все равно сопротивляется, когда он не сдается сразу, когда его ломают болью, холодом и страхом, а он все равно живет дольше, чем от него ожидают. Просто его последнее послание оказалось слишком неудобным, сначала для следствия, потому что ожоги, ободранные руки, следы борьбы и разрывы одежды плохо вписывались в схему стихия и паника. А потом его последний месседж стал несподручным для многочисленных дятловеческих версий. Да, мы с вами это послание прочитали, пусть и спустя 67 лет. Но это никому сейчас не нужно. Вот в чем дело. Потому что месседж Юры Кривонищенко не просто неудобен, он опасен для тех, кто превратил трагедию в уютный миф. Он разрушает комфортную иллюзию как тех, кто считает, что все уже давно понятно и разжевано, так и тех, кто поверил в легенду о 75 версиях.